Сегодня мы разберем 339 главу манги Черного Клевера, где мы наконец-то узнаем, что же на самом деле из себя представляет техника Ки, на что она способна, а также увидим первую тренировку Асты по овладеванию истинного потенциала Ки. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 339 глава манги Черного Клевера. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. После внезапного осознания, что у капитана Черных Быков оказывается есть сестра, Аста все еще находится в недоумении. Он до сих пор не может в это поверить. Да и к тому же Кэп никогда не говорил о своих родных, что возможно обусловлено его нежеланием раскрывать подробности своего прошлого другим, как это было с Нахтом, о котором отряд узнал лишь в середине арки Пикового Королевства. Хотя, возможно, Ями просто не знает, что у него появилась младшая сестра, ведь в Клевере он очутился в 13 лет, будучи подростком. И пока Сукихира повзрослел, вполне вероятно, что в его семье прибыло пополнение. Но в ту же очередь Ичиго выражает явную неприязнь к своему брату, говоря, что ей глубоко наплевать на этого чертового мужика. Такое отношение к своему пропавшему родственнику могло сложиться из-за обиды на что-то. Раз уж она знает о нем, значит слышала про Ями либо от родителей, либо же от Руи. И наверняка ее питали надеждами о том, что он может в скором времени вернуться, а он такой предатель не возвращается. Ведь со слов Рюда становится понятно, что никто не знает, куда подевался Сукихира. Они наверняка даже не подозревали, что его унесло штормом, думая, что он просто решил уйти от них, ссылаясь на его скверный характер. Так что обида на своего брата могла образоваться именно на этой почве сомнений, что достаточно печально, ведь Ями по сути ни в чем не виновен. Но прежде чем мы продолжим, небольшая минутка спонсора. Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Такой внезапный переполох с бандитами мимовольно заставил местных жителей обратить внимание на Асту. По волосам и несвойственным их континенту очертаниям лица они поняли, что этот человек был чужеземцем. И честно сказать, реакция у них была не очень. Видимо, с иностранцами у них связано что-то плохое, что собственно и подтвердила Ичиго, когда сказала, что от иностранцев ничего хорошего ждать не стоит. И более того, они являются причиной всех бед, судя по их поверьям. Так что выходит, что у народа в стране солнца, вероятно, был какой-то печальный опыт с чужеземцами, раз уж многие до сих пор их боятся. Рюда же, заметив накаляющуюся обстановку, решил скорее покинуть людные места и как раз направиться к одному человеку, который сейчас занимался спасением Либи. Знакомьтесь, это Микурия Фумито. Со слов Сёгуна, гений в восстановительном йодзюцу. Фумито был рад видеть, что его пациент, а то есть Астер, чувствовал себя значительно лучше. И раз уж он здесь, лекарь вернул ему его товарища, лечение которого заняло так много времени потому, что Микурия впервые оказывал медицинскую помощь такому существу. Но несмотря даже на антимагию, ему удалось исцелить дьявола, хотя шрам все же остался. Видимо, из-за режима единения Люциус смог нанести урон обоим. Кстати, оставшиеся шрамы после лечения говорят нам о том, что это не простая магия исцеления,
которую мы видели на континенте Четырех Королевств, а йодзюцу, основанная на ки. То есть его техника была направлена на ускорение залечивания ран силами самого пациента. Фумита просто направляет свое ки в нужную точку, помогая тем самым телу быстрее восстанавливаться, но как видим, это занимает намного больше времени, нежели это были магии исцеления, которые мы видели ранее. И именно поэтому лекарю удалось вылечить Либе и Асту, тело которого также могло в тот момент испускать антимагию. Вам, кстати, может быть интересно, что вообще такое йодзюцу? Йодзюцу — это колдовство. Так как я делаю дословный перевод, в прошлом разборе я назвал магию страны Солнца колдовством, что в принципе не было ошибкой. Но официалы решили, что так как страна Солнца является альтернативой Японии, решили просто использовать произношение колдовства с японского языка. Да и мне это кажется неплохим вариантом, так как теперь можно четко увидеть разницу между магией континента и йодзюцу страны Солнца. В общем, думаю, мы разъяснили этот момент. Кстати, более подробно о ки мы говорили в этом ролике, где разобрали кучу приемов ее использования и даже поговорили о том, что это даст Асте. Будучи у лекаря, Фумита решил накормить едой прибывших гостей, от вкуса которой Аста был просто в восторге, ведь впредь он никогда не ел подобной пищи. Однако, проводя хорошо время здесь, Астера вдруг вновь поглотили воспоминания. Он вновь вспомнил сражение с Люциусом, вспомнил, что не смог спасти Лили. Считал, что пока он сидит здесь, сестра и остальные находятся в огромной опасности. Все, что сейчас его волновало, так это то, как же ему вернуться домой. Терзала мысль, то, что он не смог спасти дорогого человека. Он умолял Рюда помочь ему. Но Руя вновь-таки повторил сказанные ранее слова. Люциус еще не собирался действовать, еще есть время стать сильнее, чтобы хоть что-то поменять. И тут у Астера случился просто нервный срыв. Он не понимал, как Рюда может быть уверен в том, что еще есть время, как он может это знать. К тому же Аста после столкновения со столь несокрушимым противником полностью потерял уверенность в себе. Он не верил, что у него еще есть способ стать сильнее, ведь вся его жизнь — это сплошные тренировки. Все, к чему он шел, кровью и потом полученная сила, полностью разрушена перед лицом такого противника. Аста больше не верил в то, что он еще сможет стать сильнее, думая, что его нынешняя сила — это его потолок. И тут Асте вдруг прилетает такая хорошая вразумительная пощечина. Ичика больше не могла терпеть нахальство этого пацана, напугав тем самым даже Фумита с Руей. Ей было глубоко пофиг, что происходит с Астой, умрет он или нет, но она не могла больше терпеть наглость чужеземца. Руя и Микурия спасли его жизнь, и несмотря на их помощь и наставления, он все еще хочет вернуться домой, где его ждет верная смерть. Ичика было противно лицезреть чужеземца, который пытается пренебречь советом Сёгуна и хочет распрощаться с жизнью, которую он спас. Если ему действительно все равно на свою жизнь, тогда она была готова прикончить его прямо здесь. Зачем куда-то ехать? Упрекнув паренька, чтобы он не воспринимал доброту людей как должное. Эта встряска помогла Асте прийти в себя, после чего Руя продолжил свою речь. Он говорит, что если Люциус сможет провернуть свой план, проблемы будут также и у страны Солнца. Именно поэтому он и заинтересован в том, чтобы Астер стал сильнее, говоря, что у него есть огромный скрытый потенциал, ведь он обладает и антимагией, и ки. Исход битвы еще можно попытаться изменить, и для этого ему следует потренироваться мастерству Семи Драконов. Начать они решили с Зетена, техники ки, которую продемонстрировала Ичика. Астериксу, конечно же, было интересно, но он не думал, что у него выйдет сделать что-то подобное, ибо у него нет магии. Но вместо этого Рюда говорит ему сконцентрироваться и ощутить собственное ки. Ведь ки — это поток жизненной энергии, который каждый бессознательно манипулирует, чтобы высвободить Йороку, то есть магию или колдовство. Просто в этом случае ему намеренно нужно с высокой концентрацией с помощью ки высвободить Йороку, что собственно и демонстрирует Ичига, в одно мгновение рассекая ствол бамбука. Это и есть Зетен. Эта картина просто шокировала Асту. Он даже не мог представить, что ки можно применять таким образом. И раз уж парнишка увидел применение техники ки на примере Ичига, Руя предлагает Асте сделать то же самое. Но раз уж у него нет магии, но есть контракт с дьяволом Либе, значит он может использовать антимагию, циркулирующую по его телу. И раз уж Астер был знаком с ки, он решил попробовать исполнить
технику Z10. Концентрируя жизненную энергию, Аста делает взмах рукой, но результата никакого не последовало, чему не сильно удивился Фумита, он ожидал подобное, ведь на столь серьезный контроль ки способны немногие. Однако вдруг ствол бамбука, на который был направлен удар, вдруг начал увядать и разрушаться. Это чрезвычайно сильно шокировало всех рядом стоящих, даже Рюда был поражен, говоря, что этот бамбук растет даже после рассечения, используя ману, которую на него направили. Но Астер мало того, что разрезал ствол, так он еще и начал разрушать его. Парнишка, видя свой результат, просто не смог скрывать своей радости, даже слезы наворачивались, ибо сейчас у Асты появилась надежда в том, что он все еще сможет стать сильнее, а значит появилась возможность спасти Лили и сокрушить Люциуса. Что же, ребятки, Табата не перестает нас удивлять. Мы узнали, что все в этом мире используют жизненную энергию, хоть и неосознанно, а то есть они используют ки для того, чтобы высвобождать свою ману. И тут выходит, что мы наконец сможем удостовериться в том, как автор сопоставляет двух соперников. Юна у нас избранный маной и имеет стихийного духа, ну а Аста же, не имея маны, является, можно сказать, мастером ки, а также имеющего контракт с Либи и способен использовать антимагию, которая заменила ему магию и свободно циркулирует в его теле. Ведь еще впервые, когда Ями обучал его ки, чтобы читать движения противника и ощущать их ауру, и Аста обуздал эти наставления очень быстро. Теперь даже понятно, почему Ями посчитал его жутким. И тут Аста с первой попытки смог использовать сложную технику ки Z10. Что это как не талант к использованию жизненной энергии? Ведь никто не ожидал, что у чужеземца что-то выйдет, а он все-таки смог. И зачем Асте тогда вообще магия? Ибо если он в полной мере познает мастерство манипуляции жизненной энергией, тогда он сможет создавать заклинания на основе антимагии, а это просто имба. И по сути, Астер такой же лакерный бычок, как и Юна, просто каждый силен в своей стези. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.